Если ты защищаешь убийцу, ты что, сообщник убийцы? Странно себе представить, что адвокаты могут заниматься экстремизмом. У нас же нет троек, когда можно судить без адвокатов. Все бывает первый раз. За спектакль тоже первый раз арестовывали. Экстремистский знак вот так. Я не знаю, что делает в ИГИЛ, но Иоанн Креститель тоже вот так вот делает. Тебе нужно находиться с человеком, который тебе говорит: я не виноват, я вообще хочу домой, забери меня отсюда. У мужчин больше шансов. Почему? У нас все мужчины ходят друг с другом в баню. А ты вот пойдешь с мужчиной в баню? Все законно обосновано с учетом личности. А что с личностью этих людей? Можно узнать. Прокурор встал и сказал: я отказываюсь от обвинений. У нас такая работа, что нужно головой долбить стену, и в какой-то момент в ней будет пролом. Будем бить головой эту стену до момента, пока она не откроется. С каким количеством людей ты советовалась, прежде чем согласиться на это интервью? С большим количеством. В основном со своими родственниками. Взвешивая риски и, может быть, какие-то плюсы, на что ты ориентировалась? Я не буду ничего говорить запрещенного. Заранее предупреждаю, что на некоторые вопросы провокационные отвечать не буду. 51-я статья Конституции с тобой, против себя не свидетельствуй. Хорошо. Но прежде чем о чем говорить, нужно выбрать цвет. Серый? Серый. Скажи, Гордеевой, скажи. Аресты адвокатов Навального. Какой вообще эффект они произвели в сообществе? Что говорят об этом и каковы причины? Хотя я не могу тебе сказать, каковы причины, потому что это закрытый процесс, и адвокатов Навального не могут разглашать никакие сведения по этому делу. Под угрозой уголовной ответственности, поэтому никаких подробностей мы знать не можем, так как в процесс не пускают журналистов, а у адвокатов Навального есть подписка о неразглашении, соответственно, они точно не будут ничего разглашать, поэтому то, что говорят, это все досужие разговоры. Как там на самом деле, никто не знает. Но мне кажется, это такой первый прецедент, когда адвокатов одного человека вот так вот комплексно арестовывают почти всех тех, кто оказался в России. Те, кто успел уехать, тот успел. Знаешь, все бывает первый раз. За спектакль тоже первый раз арестовывали. Но я могу сказать, что моя бабушка работала адвокатом 50 лет. И одним из дел, в котором она участвовала вместе с Генри Марковичем Резниковым, которому он написал в своей книжке, это дело адвокатов. Они защищали адвокатов в советское время. Это какой год? 80-й, наверное. Которых судили тоже как адвокатов. Якобы они там то ли получали взятки, то ли не получали. И тогда в советское время была травля адвокатов с тем, чтобы оказать воздействие на саму адвокатскую корпорацию, которая тогда, в принципе, зависела от Министерства юстиции, и свобод было гораздо меньше, но в итоге дело прекратили, и все решилось наилучшим образом даже в советское время. Поэтому я верю, что все-таки, наверное, восторжествует какая-то, несправедливость, а здравый смысл, потому что, конечно, адвокаты, защищая своих доверителей, они, в принципе, не могут никакого преступления совершать, да? То есть получается, что если ты защищаешь убийцу, ты что, сообщник убийцы или сообщник, не знаю, террориста, экстремиста и так далее, тогда вообще никаких защитников не будет. Насколько я знаю, их обвиняют в экстремизме, да? Но странно себе представить, что адвокаты могут заниматься экстремизмом. Сама история, когда адвоката обвиняют по тому же преступлению, что его подзащитного, выглядит странной. Значит ли это, что это такой сигнал адвокатам: не защищайте людей, которых власть решила по каким-то своим причинам посадить? Тогда надо изменить весь закон. Кто-то же должен защищать этих людей. У нас же нет троек, когда можно судить без адвокатов. Ни одно дело не может в Российской Федерации рассматриваться без адвокатов. Пока. Пока, да. Могла ли ты когда-нибудь предположить, что твоя профессия станет по-настоящему опасной? Нет. В какой момент ты почувствовала, что так оно и стало? В момент ареста адвокатов. Но адвокат не может выбирать подзащитных с политической точки зрения. Ты должен защищать всех, кто к тебе обратился, с кем ты договорился. Я вообще против того, чтобы адвокатами были правозащитники.
и те, кто исповедует какую-то политическую точку зрения, и это проецирует на своих подзащитных. Я считаю, что уголовный процесс – это не место для высказывания своей политической позиции. Я могу думать вообще совершенно по-другому, но я не считаю, что это трибуна для того, чтобы высказывать свое мнение. Ты должен полностью разделять мнение своего клиента и его защищать. Сейчас почти у всех политических заключенных адвокаты из правозащитников. Ну, нет. Арестованные адвокаты, они не были правозащитниками, они были профессиональными защитниками. Это разные вещи. Есть ли ситуации, в которых адвокат может поступиться профессией из политических соображений? В каком смысле? Человек, который верит во что-то, например, верит в Навального, но он работает адвокатом, и он может пойти на нарушение адвокатской этики ради помощи своему подзащитному. Я бы не пошла, а что делают другие? Может быть, все что угодно, но нет, ты не должен нарушать адвокатскую этику при любых обстоятельствах. Как ты относишься к тому, что на сегодняшний день во многих сложных делах роль адвоката сводится в конечном итоге к тому, чтобы передавать какие-то сведения на волю и приносить сведения с воли, и осуществлять так называемые конституционные права на свидания, звонки и посылки, и больше ничего? Ну, ты знаешь, я стараюсь влиять на процесс и не заниматься посылками. Была идея о том, что адвокатское сообщество в ответ на аресты адвокатов Навального предъявит какие-то протестные действия. Мы все не будем защищать сейчас своих подзащитных, мы все что-то еще. Но этого ничего не случилось. Ну, Катя, я так не считаю. Я считаю, что прежде чем совершать какие-то протестные действия, нужно хотя бы чуть-чуть разобраться в происходящем. Есть адвокатская палата, она должна каким-то образом связаться со Следственным комитетом, я не знаю как, получить информацию и дальше принимать решение. Да, это несправедливо. Да, я знаю Лешу Липцера лично, и, конечно, я всеми руками и ногами, чтобы его оттуда выпустили. Я уверена, что он невиновен, и остальные тоже. Но мне кажется, нужны какие-то аргументы. Нельзя выходить на площадь в отсутствии каких-то аргументов. А что адвокатская палата говорит? Ну, слушай, я же не член Совета адвокатской палаты. Там есть определенные делегаты, есть Совет адвокатской палаты, они рассматривают все дисциплинарные и другие нарушения, они должны выделить своего представителя, если у адвоката происходит обыск или там что-то происходит с адвокатом, потому что адвокат – это спецсубъект, в отношении адвокатов только Следственный комитет дела рассматривает. Соответственно, я не думаю, что они ничего не делают. Я думаю, что этот вопрос каким-то образом обсуждается. Но прийти и сказать, я против, чтобы посадили адвокатов, все против, да? Нет таких, кто за. Но нужно какие-то аргументы представить. Это, возможно, приведет к тому, что людей типа Навального, политических заключенных, просто больше никто не будет защищать, все будут бояться. Но так не может быть. 17 ноября, чуть меньше 3 недель назад, в компании OpenAI, одной из самых известных в мире, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, произошла революция. Совет директоров принял решение об увольнении генерального директора компании и одного из ее основателей – Сэма Альтмана. Ни пользователи OpenAI, ни инвесторы, ни сотрудники так до конца и не поняли, что же там произошло. Но большинство сотрудников, то есть 600 человек из 770, пригрозили уволиться в случае, если Сэма Альтмана не вернут на прежнее место. В итоге, через 5 дней Сэма Альтмана восстановили в должности гендиректора, а совет директоров, наоборот, распустили с тем, чтобы сформировать вскоре новый. Даже в самых передовых компаниях личность генерального директора или SEO – это один из столпов, на котором держится буквально все. И отношения внутри компании, и внешние связи, и финансовая устойчивость, и, в конце концов, доверие покупателей. Иногда кажется, что быть классным гендиректором – это талант, с которым можно только родиться. Однако это не так. Всем самым важным навыкам генерального директора можно научиться. Например, на курсе онлайн-университета Edison. Курс так и называется «Генеральный директор». И он рассчитан как на тех, кто уже работает гендиром в найме, так и на топ-менеджеров, которые стремятся к этой должности. А еще на владельцев бизнеса, которые нередко сочетают функции собственника с оперативным управлением. Компания растет, а прибыли нет.
Продукт производим хороший, а продается он плохо. Специалистов на рынке тысячи, а найти одного хорошего невозможно. Нужно разрабатывать стратегию развития, чтобы двигаться вперед, а все силы уходят на операционку. Узнали среди описанных проблем свою? В университете Эдисон быстро и доступно объяснят, как эти проблемы решать. Программа курса охватывает все зоны ответственности гендиректора: продажи, финансы, маркетинг, закупки и логистика, стратегический менеджмент, инвестиции, электронная коммерция и гибкие навыки по управлению командами. За время обучения вы рассмотрите 14 бизнес-кейсов и выполните 10 практических заданий. Все преподаватели Эдисон – эксперты с опытом управления от 10 лет, как в России, так и за рубежом, например, в Стэнфордском и Колумбийском университетах. Так что обучение может помочь расширить круг полезных знакомств, а полученные знания легко применять на практике. Так, например, на курсе предлагают такие вспомогательные материалы, как шаблон оценки эффективности работы отдела продаж, шаблон финансовой модели компании и чек-лист «Как сэкономить на закупках». А по случаю Черной пятницы сэкономить можно еще и на обучении. По промокоду Гордеева вы получите огромную скидку на курс – целых 65%. Переходим по ссылке в описании или QR-коду на экране и записываемся на курс «Генеральный директор» в Эдисон. Сегодня совершенно понятно, что есть адвокат в процессе, нет адвоката в процессе. Решение суда как будто бы от этого не зависит. Как ты ходишь на работу каждый день? Зачем? Во-первых, это как будто бы, и касается это в основном каких-то громких дел. Что касается обычных, то очень многое зависит. Но хожу с трудом. Один раз у меня был случай, когда я позвонила Генри Марковичу и сказала, можно Резнику. я отдам удостоверение, потому что больше не могу, не хочу заниматься этой профессией. Он мне сказал, знаешь, у нас такая работа, что нужно головой долбить стену, и в какой-то момент в ней будет пролом. В общем, я поплакала и пошла дальше долбить стену, и вдруг выпустили Малобродского. И стена это проломилась. Я это запомнила. Времена, конечно, изменились, но я пытаюсь. То есть времена изменились и по сравнению с тем, как сидел в СИЗО Малобродский? Да, конечно. Изменилось то, что в некоторых случаях ты говоришь очевидные вещи, как ты сейчас говоришь, никто тебя не хочет услышать, понять, да? Я даже не знаю, как правильно сказать, потому что, когда говорят «услышать», меня очень раздражает, да? Как бы мы все-таки говорим «ты понял или не понял?». Но в данной ситуации не то, чтобы понять, а просто услышать твои аргументы тоже никто не хочет. Ты часто плачешь от несправедливости? Нет. Я уже привыкла. Когда ты последний раз плакала? Вот когда я звонила Резнику, когда следствие обратилось в суд с просьбой изменить Малобродскому меру пресечения содержания под стражей на домашний арест, а суд им отказал. Это было просто что-то невероятное. То есть уже все просят, а суд говорит, ну нет, вы неделю назад просили его арестовать, а теперь вы просите его под домашний арест, мы не пойдем у вас на поводу. И он остается под стражей. Ты часто начинаешь дружить со своими подзащитными? Ну, знаешь, адвокаты, они как врачи. Когда тебе сделали операцию, да, тебе очень хочется об этом забыть. Здесь же та же самая история. Когда с тобой происходило что-то плохое, вряд ли ты хочешь об этом все время вспоминать. Я впервые о тебе услышала, когда шел очень громкий и довольно скандальный процесс по делу ярославского мэра Урлашова, где ты была его адвокатом. Угу. И, по сути, можно сказать, что вы этот процесс проиграли. Угу. Он получил большой срок. Да. Почему? Я не знаю. По сути, конечно, мы его не проиграли. Да? Мы подготовились. Более того, я тебе скажу, что одного из обвиняемых по этому делу оправдали. Более того, еще один из обвиняемых, у него было соглашение о сотрудничестве, он давал показания на Урлашова, и его посадили раньше, чем Урлашова, и на его показаниях строилось обвинение, но в конце выяснилось, что он якобы брал эту взятку один. То есть тот, который сидел, он, получается, сидел ни за что. Да? И, собственно, на основании этих слов ему и было вынесено обвинение. То есть сам Урлашов никакую взятку не брал.
и не встречался ни с каким взяткодателем. Это все со слов, да, ну, как бы, когда ты учишься в институте, тебе говорят, есть такое объективное вменение, взятка, наркотики и так далее. То есть, если тебя поймали, и ты держишь эти деньги в руках, да, и то есть сомнения, почему ты их держишь, то тогда это взятка. А если ты вообще находишься в другом месте, ловят какого-то третьего человека, который говорит, а я взял взятку для Урлашова. Почему для Урлашова? Может, для Петрова, Сидорова или еще для кого-то. И, собственно, на этом было построено все обвинение. И он получил 12,5 лет. Вот мы ждем, когда его выпустят. Но неужели защита не доказывала, что он не получал эту взятку? Конечно, защита доказывала. Более того, там были экспертизы, там было построено это на части телефонных переговоров. Ну, например, мы с тобой поговорили в понедельник, а в следующий раз мы с тобой поговорили в пятницу. А еще мы с тобой в промежутке говорили. Но эксперт берет, криминалист следствия, выбрасывает ненужные ему разговоры и из этого компилирует нужный текст. И получается, что он эту взятку хотел. Кто заказчик этого дела? Сейчас тебе уже понятно? Ну, я думаю, там участвовали бывшие губернаторы, эти подрядчики, которые ремонтировали дороги в этом чудесном городе Ярославле, который на самом деле никто не ремонтировал. И 2 потерпевших, которые там были, они потом их судили за какие-то другие преступления. А в чем был смысл-то посадить Урлашова? Это было ровно 10 лет назад. Тогда были выборы в области, в городе. Было как-то с этим связано. Ты себя винила в том, что он все-таки сел? Ну, я очень переживала. А он тебя винил? Нет. Ну, может быть, он меня и винил, но он мне этого не говорил. Мы до конца думали, что мы сможем повлиять. Но мы даже в суде, там 2-я взятка была, там был такой, я его помню фамилию, потерпевший Авдалян, который говорил, что я дал Евгению Робертовичу, вот я нес взятку, я нес взятку, там были по 5000. Когда пересчитывали эти купюры, они просто были другие купюры. Потом он говорил, у меня был целый портфель набит, мы купили, ну, как искусственные деньги для развлечений. Пытались их положить в сумку, показывали это. Ну, то есть, если бы это был суд присяжных, конечно, мы бы это дело выиграли, да, потому что все, что говорили свидетели, это было полное вранье. И оно разбивалось абсолютно просто элементарными вещами. Сколько было денег? Ой, там было вот столько денег, да, но если ты их купишь и сложишь, то это будет вот столько денег. Ну, и как бы все было построено на это. Может быть, со временем Урлашова оправдают, и мы сделали все для того, чтобы заложить это в это уголовное дело. А кто ему вернет 12 лет? 12 лет ему не вернут, но ему могут вернуть его доброе имя. Что происходит в тот момент, когда, вот говорят, там суд удаляется на совещание? С кем он совещается? Сам собой. Судья выносит любое решение, включая приговор, на основании закона и своего внутреннего убеждения. Значит, он советуется со своим внутренним убеждением, которое ему подсказывает, видимо, как ему быть. Да, ни телефона, ничего нет в той комнате, где он сидит. Или она? Ну, телефон там, конечно, есть, но подразумевается, что он должен быть там один. Более того, если судья выносит решение длительное время, ну, есть сложные дела, да, вот судья удаляется на приговор и говорит, что приговор будет вынесен там послезавтра, то он должен сам собой тоже находиться. Но все равно есть же какие-то пространства, помещения, ситуации, в которых вы все пересекаетесь? Нет. Ты никогда не встречаешься ни с судьей, ни с прокурором в коридоре, в курилке, в туалете? Нет, Судья. конечно, можно, но в комнату к судье, ну, нет. Если у тебя какой-то вопрос, ты хочешь что-то уточнить, там есть секретарь, ты спрашиваешь, можешь ли ты спросить. Тебя не приглашают выпить чаю в совещательной комнате. Нет. За дверью суда. Вот все эти люди, они более приятные, более любезные, более какие-то нормальные? Конечно, они обычные люди. Было ли когда-нибудь в твоей жизни ситуация, когда судья сказал: Ксения, ну я не могу. Ну вы поймите меня тоже, у меня дети. Ну, Катя, я не могу ответить на этот вопрос. Вы поймите, у меня тоже дети. Ну то есть все-таки, давай так, остановимся на том, что такого рода разговоры имеют место. Ну, возможно. Тебе их жалко? Кого? Судей. Что им приходится наступать на горло собственному образованию, юридическому и долгу? Нет. Я считаю, что это их выбор. Что каждый человек
может выбрать то, кем он может быть. Он может там что-то не договаривать и так далее. Но если он выбирает себе профессию и принимает решение вопреки там, своим каким-то убеждениям и понимает, что его решение причиняет вред другим людям, да, то объяснение о том, что вы же понимаете, оно не работает. Мы не должны никого понимать. Это его решение, его выбор. Он может не работать, он может пойти работать адвокатом. Очень многие судьи уходят и становятся адвокатами, и совершенно по-другому себя ведут, исследователи. Если человек принимает какое-то неправосудное решение, договариваясь сам с собой, это его выбор. Я бы точно не могла работать судьей, потому что я не готова принимать на себя ответственность в решении судьбы человека. Это первое. И второе, я считаю, что, не знаю, как в других странах, но в нашей стране, прежде чем студенты заканчивают институт, их принимают на работу в качестве следователей, прокуроров, секретарей, судей и так далее, я считаю, что их надо на 3 дня отправить в следственный изолятор. Не надо больше. Не надо в камеру с убийцами. А просто вот, чтобы они 3 дня там пожили. И я тебе уверяю, что избрание меры пресечения в виде содержания под стражей всем подряд прекратится. Просто тебя изолируют, тебя заводят в помещение, с тобой закрывается дверь. Я тебе могу сказать, что я хожу в следственный изолятор к разным людям, куда судьи никогда не ходят, да, а прокуроры тоже. Ходят следователи очень редко и чаще всего посылают там каких-нибудь своих помощников. Даже просто не сидя в следственном изоляторе, тебе нужно проделать большой путь. Тебе нужно поймать эту очередь, каким-то образом туда записаться. Если у тебя нет электронной очереди, то ты будешь ночью ее занимать. Там происходят драки между адвокатами, следователями, которые пытаются попасть в следственный изолятор. Дальше ты должен постоять перед дверью, пройти 10 железных дверей. Дальше тебе приводят твоего подзащитного или подследственного, если это следователь туда идет. За тобой запирают дверь. Ты там находишься. То есть для того, чтобы тебе попасть к человеку, тебе нужно преодолеть этот путь. Потом тебе нужно находиться с человеком, который тебе говорит: я не виноват, я вообще хочу домой, забери меня отсюда, да, и ты должен ему объяснять, что вот сейчас я тебя забрать не могу, у нас с тобой такая-то позиция, мы сейчас будем защищаться так-то, так-то. Хорошо, но вот он на тебя смотрит и говорит: ну я же не виноват. И вот ты это проделываешь там, я сейчас раз в неделю, да. Ты имеешь в виду Беркович? Да, это сейчас Беркович, да, но последние 20 лет это были какие-то люди, в большей части невиновные. Мы понимаем, что все не могут быть невиновными. Но опять же, если человек взял взятку, я не знаю, 1 000 000 рублей, наверное, 12 лет ему за это как-то несправедливо, да. Возьмите деньгами, мне кажется. Он никого не убил, да, не изнасиловал, не причинил никому вред. Взятки брать очень плохо. Коррупция – это ужасная вещь. Но ты ее не победишь с помощью вот таких вот сроков. Все равно эти взятки будут брать, да, и каждый из этих взяточников будет думать, что с ним это не случится. Если взять среднестатистического судью, который уже там, не знаю, 3 года поработал и отправляет всех под стражу, я тебе уверяю, если он там 3 дня побудет, то он перестанет их туда отправлять в таком количестве. А еще прокуроров, конечно, я бы отправил. Ты приходишь в Мосгорсуд, у тебя апелляция по любому делу, да? Напротив тебя сидит прокурор. У него такой вот листочек с фамилиями и номерами дел. Он никогда в жизни не видел этих людей, он не видел этого дела. Все, что он делает, он встает при каждом деле, абсолютно разном, и говорит: все законно обосновано, с учетом личности прошу оставить под стражей. И ставит галку, у него дело рассмотрено. И так он делает 8 часов в день, а то и больше. И ему все равно, он даже не знает, как зовут этого человека. Если у тебя прокурор по делу, который по существу рассматривается, конечно, он в процессе, он готовится, у него там позиция, ты ее принимаешь, не принимаешь, неважно, у него такая работа, он доказывает обвинение. Но если ты приходишь в Мосгорсуд, то зачастую происходит вот именно так. Меня все время интересует вопрос: все законно обосновано с учетом личности. А что с личностью этих людей? Можно узнать? Но прокурор никогда мне не ответил, что такое с этой личностью и почему человек должен с учетом этой личности находиться под стражей. Мера пресечения во время следствия – это способ психологического давления на человека? Конечно. Где в законе эти дырки, которые позволяют вот так давить на обвиняемого?
Нет никаких дыр. В законе написано, и есть постановление Пленума Верховного Суда, где совершенно четко указаны параметры, по которым может быть избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и продлеваться. Это если у него нет места жительства, если есть подозрение, что он скроется, если он может продолжить заниматься преступной деятельностью. Этот перечень абсолютно исчерпывающий. Да? И если есть подозрение вообще, для того, чтобы его арестовать, суд должен проверить обоснованность подозрений. Грубо говоря, вот есть труп, и ты шла, споткнулась, видела труп, и в этот момент пришла полиция. Да? Человек лежит на трупе. Ну, возникает вопрос, в крови, да? Ну, наверное, ты убийца, раз ты рядом с трупом, да? Но через какое-то время выясняется, что ты вообще ни при чем, случайно оказалась рядом с этим трупом. Ну, возможно, на первоначальном этапе можно так подумать, но потом-то уже можно разобраться, что это не ты, и выпустить тебя, и эту меру пресечения изменить. Но это как бы теоретически должно работать так. Дальше следователь говорит, она скроется. Ну, хорошо. А я говорю, она не скроется. Она не скроется, потому что у нее там есть, я не знаю, дети, квартира, бабушка, еще работа, куча каких-то аргументов. Следователь говорит, а у меня есть подозрение, что она скроется. Ну хорошо, а на чем основаны твои подозрения? Это все в законе написано, что должен обосновать. Она скроется почему? Вы ее поймали с билетом в аэропорту, и она собиралась бежать на острова Зеленого мыса. Или, я не знаю, там, он знал, что есть какое-то дело, оно расследуется, и в этот момент он решил уехать. Ну, возможно, есть такие подозрения. Но если человек сидел у себя дома, ничего не знал, к нему пришли, арестовали, говорят, он хотел скрыться, ну, а почему? Ты веришь, что когда-нибудь ты увидишь своими глазами процесс над теми судьями, которые выносили заказные решения? Нет. Я же работаю не ради того, чтобы осудили каких-то судей. Я работаю ради того, чтобы защитить людей и помочь. Я тебе могу сказать, что единственный человек, которого посадили на 12 лет, и о котором я все время думаю, это Урлашов. Больше никого из моих клиентов не сажали. То есть все остальное тебе удалось? Ну, они сидели, они были задержаны, они находились под стражей, но в конечном итоге все заканчивалось как-то более-менее благополучно. Это правда, что однажды ты оправдала Гамлета, не какого-то неживущего Гамлета, а настоящего Гамлета Шекспира? Да. Это было в театре, на малой сцене Александрийского театра во время фестиваля «Точка доступа». Там было 3 профессиональных актера и юристы, значит, адвокаты. Настоящие, да, которым дали прочитать сценарий, и дальше ты должен был вести себя таким образом, как будто ты в суде вот без подготовки защищаешь и обвиняешь Гамлета. И представитель потерпевшего там был Офелии, потому что ее же отца убили, соответственно, они тоже выступали. И потом из зала выбирали присяжных, 6 человек, их отводили в специальную комнату, они выходили и выносили свой вердикт. Моего Гамлета оправдали. А что ты говорила? Ну, смысл был в том, что они не доказали, что он виновен. Соответственно, если не доказали, что он виновен, значит, он не виновен. И тебе не нужно говорить какую-то оправдательную речь. Нужно делать акценты на том, что обвинения должны доказать, что это сделал он. А если вы этого не доказали и есть сомнения, то все сомнения толкуются в пользу обвиняемого, значит, он оправдан. И эти люди из зала, которых мы не знали, кто они такие, они его в итоге оправдали. А ты сама-то как считаешь, Гамлет виноват? Ну, а кто? Он сам себя убил. Это показывали в разных странах, и они вели статистику, в какой стране приглашались юристы, точно так же профессиональные артисты, в какой стране оправдали, сколько раз не оправдали, сколько раз он заслуживал снисхождения и так далее. Ну, я никогда не выступала в суде присяжных, но тут Гамлета оправдали. Это прямо вот производит такое впечатление. Как адвокату удается говорить то, во что он сам не верит? Ну, ты можешь в это поверить. Ну, есть такие случаи, когда адвокат убеждает своего клиента, а потом он в это верит. Клиент? Да. Обалдеть. Приведи пример. Не могу. Для того, чтобы дело построить, ты тоже должен
создать какую-то историю, да, которую ты будешь рассказывать в суде. Абсолютно правду или правдоподобную историю. Ты все это должен сложить, и чтобы это все вместе по пунктам можно было в суде объяснить. Ты должен придумать концепцию допроса свидетелей, какие тебе нужны, какие тебе не нужны, какие доказательства представлять, каких экспертов. И после этого у тебя уже обрисуется картина того, как это выглядит в окончательном виде. Помнишь отчетливо тот момент, когда ты решила, что ты пойдешь именно в эту профессию? Момент не помню, но так как я росла в адвокатской семье, то я жалобы с 5 лет писала. Знаешь, меня спрашивали, вы что делаете? Да, я говорила, я жалобу пишу. На кого ты жаловалась? Ну вот я прямо как с 5 лет начала жаловаться, так и продолжаю. Все жалуюсь, все время на кого-то жалуюсь. Бабушка, адвокат Карпинская, известная на всю Москву, к которой вообще люди мечтали попасть. Как она оказалась в этой профессии и вообще, что она была за адвокат? Моя бабушка очень хотела быть певицей. Но так как в то время, когда бабушка поступала в институт, юридический институт находился напротив консерватории на Большой Никитской улице, то ее родители сказали, ну ты профессию получи, а потом пой сколько хочешь. В общем, бабушка пошла в юридический институт получать профессию. Вот это бабушка. А вот бабушка со своим начальником. Раньше в Советском Союзе были юридические консультации. И вот ее заведующий, его звали Малкин Иван Васильевич. И вот он был, как мне рассказала моя мама, репрессирован за то, что он продал Дальний Восток японцам. В одно лицо? Ну да, весь Дальний Восток он продал один японцам, его за это судили, в общем, пытали, но потом реабилитировали, и он много лет работал адвокатом. Она какого года рождения получается? 21-го. 21-го. И получается, что, в общем, активная ее деятельность, активная часть ее жизни пришлась в том числе и на сталинские годы. Ну, конечно, она была адвокатом 46-го года. И даже была на 70-летие Сталина в Кремле. Она была представителем потерпевшего по делу Малявиной. Знаешь, такая актриса Малявина была, которая убила своего молодого любовника. Его звали Стас Жданько. И как бы есть разные версии. Бабушка моя представляла потерпевших, которые мать Жданько, его друзей, артистов и так далее. Вначале считалось, что он сам покончил жизнь самоубийством, но потом выяснилось все-таки, что это она ножом его убила. Были длительные экспертизы и так далее. У нас дома манекен втыкали нож. Можно так сделать или нельзя. Мог он сам там себя сверху в сердце ножом попасть или не мог. Саму Малявину в один период времени защищал известный адвокат Ария, который считал, что он все-таки сам покончил жизнь самоубийством. В процессе этого Малявина соблазнила следователя, ее выпускали. Ну, в общем, там была очень большая мыльная опера, связанная с убийством, с тем, как все это происходило. Но в итоге ее посадили на какое-то время. Да? Это было единственное дело, когда она была на стороне потерпевших. Потому что обычно, конечно, адвокаты, они на стороне обвиняемых. Но ты железно хотела быть именно адвокатом, не следователем, не прокурором. Нет, я не хотела. Я же, знаешь, я боролась за справедливость всегда. В детстве. И сейчас тоже. Это, наверное, большая ошибка. Едем в СИЗО-6, которая находится на Шоссейной улице 92. Это единственное женское СИЗО в городе Москве. Там содержатся все женщины, которым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. И до вынесения приговора, если эта мера не изменяется, все они находятся. В Москве 7 следственных изоляторов. Из них 1 женский. 2 федерального значения. Остальные московские. Но самые старые – это Бутырка и Матросская тишина. Еще когда в институте училась, нас водили в музей. В Бутырке есть музей. Потому что она еще дореволюционная тюрьма. И там тебе показывают кандалы. Слава богу, что сейчас у нас не используются кандалы.
Дело Беркович и Петричук. Ты понимаешь, как адвокат, кто заказчик, в чем причина и что им действительно инкриминируют? Нет, я не понимаю, кто заказчик и в чем причина. Им инкриминируют оправдание терроризма. Это статья 205. Вменяют, что якобы они... Это не до конца понятно, в чем это заключается, потому что сейчас назначена новая экспертиза, мы, наверное, узнаем какие-то новые подробности. Но то, что им вменяют на основании экспертизы эксперта-деструктолога Силантьева, это то, что они оправдывали деятельность ИГИЛ, и то, что они оправдывали радикальный феминизм, что, мне кажется, исключает одно другое. Вопрос там стоит таким образом: были ли в спектакле деструктологические течения? Что такое деструктологические течения, я не знаю, и какое-то имеет отношение к Уголовному кодексу, тоже не понимаю. Дальше там выясняется, что там был якобы экстремистский знак вот так. Это им вменяется в ответственности, и обсуждается, что это все в ИГИЛ так делают. Я не знаю, что делать в ИГИЛ, я не была и не интересуюсь, но Иоанн Креститель тоже вот так вот делает, да. А еще больше это просто в этом спектакле я посмотрела. Детская песенка, которую мы пели своим детям: «У оленя дом большой», вот так вот мама там пляшет перед своим ребенком, чтобы он поел. Это эта песенка с вот таким вот пальцем. Но кто-то усматривает там экстремизм, оправдание терроризма. Я посмотрела спектакль. Этот спектакль о том, как не надо делать. В конце концов, у нас должна быть профилактика преступлений, да? У нас есть профилактика заболеваний. Вообще у нас есть разные профилактики в разных отраслях деятельности там, народного хозяйства. Ну, если в этом спектакле показывают женщин, которых одурманили, которые попали в ИГИЛ, потому что пришел этот финист и рассказал им какую-то невероятную историю, а она была несчастна, как женщина, ему поверила и туда пошла, это не значит, что Беркович оправдывает терроризм. Потому что в конце всех этих историй они попадают в суд, они становятся пособниками террористов, и этот спектакль говорит о том, что так делать не надо. Не надо вестись на какую-то красивую историю, которая может тебя привести в тюрьму. Думайте об этом. Я не знаю, в чем там оправдание терроризма. Мне непонятно. Но если этого оправдания терроризма нет, может ли это быть просто причиной для того, чтобы их посадить в тюрьму и дальше каким-то образом на них давить? Ну, а в чем на них давить? В чем смысл на них давить? В чем, что они могут сделать? Признаться в том, что они оправдывали терроризм? Не признаться еще в чем-то. Ну, никто не просит еще в чем-то признаться. Возможно ли, что это оправдание терроризма просто причина, чтобы их закрыть, а дальше будут предъявлены какие-то другие обвинения? Ну, пока что ничего об этом не говорит. Ты этого боишься как адвокат? Я не знаю, в чем еще их можно обвинить. Кто-нибудь тебе говорил о том, что, вступая в это дело, ты тоже рискуешь своей карьерой? И, возможно, тебе не стоит защищать Берковича? Нет, мне никто не говорил. Я знаю Женю, знала ее до этого. Я считаю, что это никак не связано ни с какими ни фейками, ни плакатами, ничем. Это довоенный спектакль, не связанный с СВО. То есть это, знаешь, мне кажется, это какая-то ошибка. Ну, ты видишь, как будто бы из этих ошибок соткана вообще вся сегодняшняя жизнь. Такое количество людей, которые сидят вроде как по ошибке. Ну, видишь, это первое такое дело. Я не буду тебе рассказывать ту позицию, которую мы расскажем в суде, но в реальности в художественном произведении не может быть никакого оправдания терроризма, потому что, и вообще какого-либо преступления, потому что там разные герои, у них разная позиция, и ты не можешь играть спектакль, прийти и сказать: «Я против ИГИЛ». Ну, вряд ли кто-то пойдет на такой спектакль, да? Никто не пойдет. Мы все против ИГИЛ. Ну, ты за? Я против. Я Женя тоже против. Есть много писем, которые она получает. Она мне показывала через ФСИН-письмо благодарственных, где ей пишут, что вот там моя сестра ходила на ваш спектакль, и она больше не общается там с каким-то человеком по интернету, да. Спасибо вам большое. Она их собирает. Это не какие-то там неизвестные люди. Их же можно определить. Ты же пишешь ФСИН-письмо, там есть твои реквизиты, ты оплачиваешь обратный ответ. Я считаю, что это очень нужная вещь, что нужно объяснять молодым или женщинам в возрасте с уставшим и не сложившейся судьбой, что не нужно бежать за этим финистом неизвестно куда. Потом, есть же фильм, ты знаешь, «На краю», да, который вышел на Россия-1, и который ровно по тому же сценарию сделан. Вот абсолютно такой же сюжет. 3 девушки, одна знакомится с финистом. Это похожая история, основанная на
деле Вари Карауловой. Вся страна слышала о деле Вари Карауловой, как она познакомилась там с каким-то вот этим финистом, как ее остановили на сирийской границе, как потом ее судили и так далее. Я не знаю всех подробностей, но факт тот, что Варю остановили, и она не попала в этот ИГИЛ, и в эту Сирию, и что бы с ней там было, неизвестно. Есть много фильмов на эту тему. И включая вот это «На краю», где точно так же артистка надевает хиджаб, где Евгения Дмитриева дает интервью, что она играла маму, что она видела такой же хиджаб, который она надевает. Что в этом террористического? У нас в стране 30% мусульман, и они все носят хиджаб. Я не считаю, что надеть хиджаб – это терроризм, да? А именно об этом пишет Силантьев в своей экспертизе, что там инструкция, как носить хиджаб. И что? Это каким образом к оправданию терроризма имеет отношение? Если в этом спектакле звонит этот финист и рассказывает ей, как носить хиджаб, и она пытается его надеть. Вопрос же не в том, как носить хиджаб, а вопрос в том, как не попасть в сети, расставленные террористами, для того, чтобы тебя завербовать, и ты оказалась в этой Сирии. Ну, так же нет. В каком состоянии сейчас Женя? Ну, последний раз она плакала в суде. В ваших личных встречах? По-разному. Ну, нужно понимать, что Женя еще сидит в камере. Ну, то, что сказала Света Петричук в суде, да, они не обвиняются в ненасильственном преступлении. Петричук в суде сказала о том, что они сидят в камере с убийцами, которые ели органы человеческие. Это она сидела, да. Ну, Женя тоже сидит с убийцей. Но это, конечно, очень влияет на психику, когда ты это понимаешь, и когда ты... Не могу тебе сказать, что ты чувствуешь, но я могу сказать, что я была в Берлине недавно, в музее, в еврейском музее. Там была такая комната, как газовая камера. И когда ты заходишь, за тобой закрывается дверь, то ты испытываешь весь спектр чувств, но ты оттуда можешь выйти ровно в тот момент, когда тебе захочется. А здесь ты не можешь. Ты с этими людьми, камера на 4 человека, ты сидишь с ними 24/7. Что ты говоришь, Женя, как ты ее утешаешь? Ведь твоя сейчас, получается, задача не только ей рассказать стратегию процесса, но и как-то ее утешать. Ну, говорю, Женя, прорвемся, будем бороться. Ну а что? Пиши книгу. Нужно как-то отвлекаться от всего происходящего. Вот она пишет книгу про питомцев. А ты читала? Нет. Она ее еще не дописала. Видишь, там только маленькие кусочки вот она присылает. Что на самом деле сейчас происходит с дочками Жени? Они ходили на свидание уже 2 раза с Женей. У Жени есть телефонные звонки, она им звонит, и мы это обсуждаем. Ну, потому что ей просто не с кем это обсудить. Конечно, я рассказываю, что там у Киры в школе, что у Ани, куда они пошли. Если какие-то возникают сложности, и это нужно быстро решить, конечно, мы с ней это решаем. Она говорит, что там нужно сделать, что не нужно сделать. Ты с ними в контакте? Я нет. Но я точно могу сказать, что она отличная мать, и что мы не спекулируем на детях, и что реально этим детям очень сложно. Да? И когда говорят, им 17 и 18, какие-то дети, это вообще взрослые люди. Но нужно понимать их особенности, и что в реальности это не совсем так. А много хейта, да? Ну вот после последнего суда, да, стали говорить. Она специально их взяла, чтобы покрасоваться и так далее. Просто я не могу это понять. Я точно знаю, что происходит с этими детьми, в каком они состоянии, при том, что это уже не первое усыновление. И меня просто потрясло, когда я узнала, что Киру, маленькую девочку, удочерили, и ее эта приемная мать ее все время топила в ванной. Я просто не могу себе представить, что такое возможно. Но когда ты читаешь документы, это именно так. После этого она нашла Женю, Женя с ней всем занималась, Женя исправила ее оценки, репетиторы, психологи и так далее. И теперь у нее забирают Женю. Что она должна подумать? Объяснить поведение людей, которые пытаются, я не знаю, зачем-то хейтить этих детей и говорить, что Женя плохая мать, мне непонятно. Я точно могу сказать, что она хорошая мать, и что детям без нее плохо. Как адвокат, ты сможешь что-нибудь сделать в критической ситуации? Мы понимаем, что у Жени там 2 бабушки 90 лет, 2 детей. И если что-то пойдет не так, оно пойдет не так быстро. Ты сможешь что-то исправить? В этой ситуации подразумевается какой-то там экстренный выезд из СИЗО? Нет. То есть она не сможет оказаться рядом с теми, кого она любит, в любой экстренной ситуации? Нет, она не сможет. Максимум, что мы можем сделать, это пойти к ней, если получится, в этот день.
Все самое страшное, о чем мы говорили, оно случилось. У Жени умерла бабушка. Сейчас среда, и похороны бабушки в субботу. И я так понимаю, что только сегодня Женя, в отличие от всех нас, узнала о том, что бабушки больше нет. Ну да, только сегодня, потому что в понедельник у нее была Лена Орешникова, второй адвокат. Но когда она туда вошла в 9 утра, еще не было известно про бабушку. А так как на входе забирают телефон, то мы не могли ей об этом сказать. И, соответственно, когда она вышла, уже обратно невозможно, они ее уже второй раз не выводят. Поэтому я сказала сегодня, я думала, что, может быть, она как-то узнает. Нет, она не знала. Ну вот сказала, принесла ей звонки маме. Ну вот сейчас они, видимо, если они разрешат, но обещали разрешить звонки маме, то они поговорят. Насколько тяжелым был разговор? Ну, Катя, как ты себе представляешь, когда ты человеку, который находится в изоляции, и он не может ничего сделать, не может поговорить ни с кем, кроме тебя, говоришь, что бабушка, которая воспитывала, с которой она жила много лет, умерла. Ну как это можно воспринять? Ну, плохо. Сейчас она одна будет. Но сейчас она будет с той девушкой, которую ей несколько дней назад в эту камеру, где она одна находилась, поселили еще какую-то девушку. Ну вот она будет с ней находиться. Есть хотя бы один шанс, что Женя окажется на похоронах бабушки? Ну, если ей изменят меру пресечения, следователь разрешит, тогда да. Следователь может ее без суда отпустить под подписку о невыезде. Для этого не нужно никакого суда. Потому что если он начнет обращаться в суд, а только в суде можно изменить меру пресечения на домашний арест или на запрет определенных действий, конечно, она не успеет. Ну, если только этот суд на завтра не назначит. Но я в этом сильно сомневаюсь. Следователь знает о том, что умерла бабушка? Конечно, знает. Ну, он это знал еще в понедельник, потому что мы просили разрешения на звонки маме. У нее были звонки девочкам и другой бабушке, а с мамой они переписывались и с вот умершей бабушкой, потому что она не хотела ее расстраивать и звонить ей. Соответственно, сейчас дали звонки маме, они сегодня должны с ней созвониться, ну и мама ей расскажет все подробности. То, что происходит с твоей точки зрения, это какая-то предумышленная жестокость? Вот, не дать возможность человеку проститься с бабушкой, поставить все под угрозу, потому что, в общем, вторая бабушка тоже очень немолодая, мы с ней виделись, мы видели, что человек, который плохо себя чувствует, человек в возрасте. Ну и про девочек я уже не говорю. Знаешь, я не знаю, возможно, это какая-то система, но совершенно точно две молодые женщины по такому ненасильственному придуманному преступлению не должны содержаться под стражей. Возможно, они что-то расследуют, но совершенно точно они могут это расследовать, пока они находятся дома, и с учетом тех обстоятельств, которые есть у Жени, да, то есть две дочери такие необычные и две сильно пожилые бабушки, о чем она говорила на каждом судебном заседании, которое было. И в прошлый раз тоже. И на самом деле, когда продлевают меру пресечения свыше полугода, следствие должно объяснить, почему оно это делает, и что это дело особой сложности. В суде выяснилось, что это дело состоит из 4 томов, то есть никакой особой сложности в этом деле нет. Допрошено 10 свидетелей, мы ждем экспертизу. Вот с последнего продления меры пресечения нам сказали, что экспертиза будет к концу ноября. Ну вот сейчас ноябрь. Практически конец, экспертизы никакой нет, никто нам ее не предъявлял. Соответственно, она просто сидит в СИЗО без какой-либо необходимости, с ней не проводятся никакие следственные действия. Я не понимаю, что изменится, если она просто будет сидеть дома под домашним арестом с девочками или под подпиской о невыезде, которая предусматривает, что она не может покинуть этот регион, ну, то есть город Москву. И если ей надо поехать в Санкт-Петербург, следователь дает специальное разрешение, и возникает определенная ответственность, что она должна вернуться там в такое-то время. Я не понимаю, каким образом может пострадать следствие, но при этом вот мы видим, в каком это все находится состоянии и какое это, видимо, произвело впечатление на вторую бабушку, да, которая, в общем, ее ждет, и у которой, к сожалению, в отличие от умершей, никого, кроме Жени, нет, и она совершенно одна. Знаешь, я всегда от всех заседаний, может, я наивная, я всегда жду, что нас услышат.
Ну, просто иначе невозможно работать. Я всегда думаю, что кто-то в какой-то момент услышит. Но вот здесь есть все обстоятельства, чтобы услышать и учесть то, что первая инстанция не заметила. То есть по делу совершены все следственные действия, у них собраны все доказательства, они ждут экспертизу, и только ради этого Женя находится в СИЗО. Мне кажется, что в данном случае и милосердно, и справедливо уже, наконец, изменить эту меру пресечения, чтобы не только она, наверное, выдержит, но и близкие ей люди перестали страдать. Сейчас большое количество есть дел, по которым меняют меру пресечения, тем более по прошествии полугода. Более того, по делам об оправдании терроризма, это не единственное дело сейчас в Российской Федерации, есть люди, которые изначально находятся под домашним арестом, и ничего, все нормально. То есть такая практика по таким делам, не вдаваясь уже в абсурдность обвинений, существует. Нет никаких препятствий, чтобы изменить им меру пресечения. У них есть квартира в Москве в собственности, где они могут находиться под домашним арестом и запретом определенных действий. Они не скрывались, у нее есть дети, у нее есть куча положительных характеристик. У нее вообще нет ничего отрицательного, из-за чего она могла бы дальше содержаться под стражей. Мне кажется, что они просто должны применить закон. Как там написано, нет оснований для содержания ее дальше под стражей. Все, это дело не особой сложности. Это написано в Уголовно-процессуальном кодексе статьи 109. Продление срока содержания под стражей. Следствие не доказало, что это сложное дело. Оно слишком долго его расследует, поэтому меру пресечения нужно изменить. Точка. Никто не должен это сказать. Это суд должен прочитать и просто применить необходимый закон. А если суд первой инстанции ошибся, то апелляция может его поправить. По закону до какого момента следователь может просить продлевать содержание в СИЗО? По этой статье он может просить до 12 месяцев, но 11 месяцев, а потом он должен начать ознакомление с материалами дела. То есть как построено судебное следствие. Сначала следователь собирает доказательства, опрашивает свидетелей, допрашивает, проводит экспертизы, собирает там какие-то доказательства. Потом в какой-то момент он говорит: стоп, я все собрал, теперь дело полностью сформировано, я готов вам его предоставить, чтобы вы ознакомились. Потому что мы сейчас не имеем доступа к показаниям свидетелей, то есть мы видим только те, что он приносит в суд на продление меры пресечения. Что у него там еще есть, мы не знаем. Но когда он все расследовал, он говорит: все, я расследовал, у меня там дело, я сформировал 10 томов, вот вам, держите, вы можете со всем ознакомиться, написать ваше ходатайство, дать там дополнительные показания и так далее. После того, как обвиняемый с этим всем знакомится, дело отправляется в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Прокуратура может утвердить, может не утвердить, сказать, что, знаете, у вас тут столько нарушений, что мы вам возвращаем, чтобы вы тут дальше расследовали. Если прокуратура утверждает, то дело попадает в суд, и, соответственно, уже начинается рассмотрение дела по существу, где и начинается основная работа адвоката, публичная. Сначала прокурор свои доказательства представляет, объясняя вообще, что вот это все является основанием для того, чтобы признать человека виновным. Потом адвокат оценивает либо эти же доказательства, либо свои. Допрос свидетелей происходит совместно, да, там вызывают свидетеля. Сначала, если это свидетель обвинения, допрашивает прокурор, суд, потом адвокат, либо наоборот. Да? И тогда уже суд на основании всего этого объема принимает решение, виновны они или нет. То, что за 6 месяцев следствия следователь Полищук расследовал всего 4 тома дела, это много или мало? Ну, конечно, это мало. Значит, обычно, я не веду дела об оправдании терроризма. Я обычно веду дела, связанные с экономическими преступлениями. Это мошенничество, растрата, злоупотребление полномочиями, взятки. По таким делам меньше 100 томов бывает очень редко. Например, по делу Серебренникова было почти 200 томов, которые точно так же расследовали в течение этого же периода времени. Я никак не хвалю следствие, но объем этого дела был значительно выше. Да? Было допрошено большее количество свидетелей, там была экспертиза, там запрашивали документ. То есть можно было объяснить хотя бы длительность этого процесса. Здесь это странная история, потому что 2 раза продлевали для того, чтобы допросить 8 актрис.
Всего в спектакле 9 актрис, но они меняются. Да? То есть в самом спектакле играет 8, или одна меняется, тоже 8. Итого 9. Да? И они в России. И все они в России. Ну, наконец, вот допросили. Допросили представителя СТД, но еще 4 мая, потому что спектакль игрался на площадке СТД, и Союз театральных деятелей дал грант на постановку этого спектакля. Была предоставлена пьеса, она была одобрена Союзом театральных деятелей, и Министерство культуры через Союз театральных деятелей выдало грант на постановку этой конкретной пьесы «Петричук» как актуальный. Это было принято, по сути, государственное решение, что данная пьеса должна быть поставлена. Ее показывали, следователь говорит, что неограниченное количество лиц посмотрело этот спектакль. Ну нет, ее показывали в Боярских палатах СТД в пандемию. Там 50 мест, а можно было только половину, то есть 25 человек ходили и смотрели этот спектакль. Умножь на количество показов, и ты получишь тот неограниченный круг лиц, который посмотрел этот спектакль. Ну, интернет же еще есть, и есть спектакли, выложены в интернет. До момента возбуждения уголовного дела я посмотрела статистику выложенного в интернет спектакля, просмотров было 10 тысяч. А сейчас? С момента, когда началось уголовное дело, там уже миллионы, о нем никто не знал, пока не началось это уголовное дело. Просто следствие сделало рекламу этому спектаклю. Более того, этот спектакль был снят с показа. Последний раз его показывали 21 декабря 2022 года. С этого момента этот спектакль не показывали. И разобрали все декорации, и никто не собирался его показывать. Его показывали 3 года, он шел на маленьких площадках, посчитали, что больше он не актуален, и все. Но оказалось, что он так актуален, что теперь его показывают вообще в мэрии Парижа, этот спектакль. Никто не мог себе такое предположить. Кого еще допросили? Представителя Союза театральных деятелей, допросили директора «Дочерей СОСО», потому что это театральный коллектив Беркович, в котором есть директор, которого тоже допросили по поводу финансовой деятельности. Еще допросили директора ТЮЗа Екатеринбурга. Считает ли она, что в спектакле было оправдание терроризма? Она сказала, что действительно были гастроли, но спектакль она не смотрела, поэтому сказать, что там было, она не может. Больше никого не допрашивали? Нет. Сколько человеку требуется на допрос времени следователю? Ну, обычно. Ну, это может быть от часа до 6 часов, но я думаю, в этом случае больше 2 часов на каждого не потребовалось. Значит ли это, что все остальное время следователь Полищук ничего не делал? Я не знаю, что он делал, возможно, по этому делу. Надо понимать, что у следователей в производстве находится не одно дело. Они параллельно расследуют несколько дел. Поэтому, что он делал, я не знаю. На сегодняшний момент мы ждем экспертизу, которую назначили в Свердловской области. Ну, вот поближе, видимо, ничего не нашлось. Экспертиза чего? Психолого-лингвистическую экспертизу текста пьесы и текста спектакля. И автороведческую экспертизу, в которой следователь хочет сравнить текст пьесы с текстом приговора по делу Вари Карауловой. Зачем он это делать собирается, я не знаю. То есть, возможно, что это плагиат приговора или приговор, плагиат пьесы. В общем, подождем, что нам напишут. Если ты не справишься с этим делом, ты будешь считать это своей виной? Ну, слушай, я человек сомневающийся, я все время сомневаюсь в том, что я делаю. Возможно, но сложно, конечно, перебить систему. Но мы стараемся. Как Генри Маркович сказал, будем бить головой эту стену до момента, пока она не откроется. Много говорят о том, что вот за 2 года с февраля 22-го многое изменилось в Москве, в людях, в каком-то ощущении, атмосфере. Ты это чувствуешь? Я не хочу это чувствовать. А ты знаешь, когда началась вот сейчас война в Израиле, да? Ну, у меня разные друзья есть, и я там своей одной подружке говорю, ну вот была черта оседлости. Она мне говорит, а что это? Потом другой говорю, что-то про эту черту оседлости. Она мне опять говорит, а что это? Оказывается, очень многие люди не знают, что такое было. А ты любишь Москву? Я здесь родилась, вся моя жизнь здесь прошла. Здесь родилась моя мама, мой дедушка. Мама мне рассказывает, как двигали дома. Она ходила смотреть маленькая на Садовом кольце и на Тверской, ну, когда расширяли дорогу.
как строили бассейн Москва. Они там на саночках катались, знаешь, когда храм снесли, еще все не построили. Ну, просто я помню, как раньше было, и, конечно, мне не очень понятно вот это вот расширение бесконечное тротуаров. Я не говорю, что как раньше было лучше, нет, но просто когда какие-то, знаешь, элементы детства вдруг уничтожают непонятно зачем, очень как-то это расстраивает. Сколько раз в жизни ты пожалела о том, что стала адвокатом? Я вообще не жалела. Знаешь, мне вообще нравится моя работа. Если бы было больше справедливости, я думаю, что успехов тоже было бы больше. Ну, от кого справедливость зависит? От указаний судьям, наверное. Просто, знаешь, я помню, у меня было дело, там была какая-то речь, мы готовились бесконечно, какие-то тома пришли. В итоге все законно обосновано с учетом личности. Выходит следователь и говорит: ну как я у вас выиграл? Ну, выиграл же, правда? А когда вот они говорят, там с учетом личности, тра-ля-ля, принято решение оставить меру пресечения в силе. Вот тебе в этот момент нужно совершить какое-то усилие, чтобы... Ты знаешь, я всегда верю. Надо мной уже смеются. Но хотя моя коллега Орешникова тоже, я у нее спросила: а ты веришь? Она говорит: да. Ну, наверное, если ты не веришь, невозможно работать. Ну, во-первых, готовишься, а во-вторых, кажется, что ну вот, сейчас выпустят. Не может быть, что не выпустят. Понимаешь, если ты будешь работать и понимать, что ничего не произошло и не произойдет, то невозможно работать. Тогда зачем ты это делаешь? Все-таки очень важно для адвокатов результат, знаешь. Иногда результат лучше любых денег, потому что это для тебя важнее, когда какой-то вот результат наступает. Это больше удовлетворяет. Помнишь свое первое дело? Это было единственное дело, когда в моей жизни прокурор отказался от обвинения. Это просто так повезло. Это было дело, ну, вообще просто ни о чем. Бедного, значит, мальчика, ему лет 20, это было много лет назад, посадили за то, что он разбил в подъезде стекло. И реально дали ему 2 года за причинение там ущерба в крупном размере ЖЭКу, которому принадлежало вот это стекло в подъезде. Выяснилось, что группа молодежи гуляла, потом они пошли в квартиру к своим друзьям, он ошибся этажом и разбил вот эту общую дверь. Он стучал, стекло разбилось. Вышел житель этого этажа и вызвал полицию. И ему вменяли, что он умышленно разбил это стекло. Ну, тогда еще в 90-е годы все-таки прокурор все это послушал, парня было жалко, все-таки этот житель квартиры вышел на звук разбитого стекла, он не видел, как он его бил, соответственно, умысла у него никакого не было, но стукнул по двери, оно само и развалилось. Вот единственный случай в моей жизни, когда прокурор встал и сказал: я отказываюсь от обвинений. Все, больше такого никогда не было. Хотя они могут в любом процессе встать и сказать: да, мы отказываемся от обвинений. Да ты что? Да, это такое право у прокурора есть. Пусть иди, где петух, иди возьми. Где цыпа? Цыпу иди ищи, пусть. Иди ищи цыпу. Собака Пуся, какую роль она играет в твоей жизни? Я часто видела ее у тебя в машине, там-сям. И мне говорили, что, в общем, собака Пуся – один из важных аргументов того, почему во времена паники июня 2023 года ты осталась в Москве. И была, видимо, единственным москвичом на Садовом кольце. Собаку Пусю покусала собака. На нее напала охотничья собака, и собака Пуся еле выжила. И у нее были дренажи, и она должна была идти к ветеринару. Ты защищала собаку Пусю? Я защищала собаку Пусю ценой собственной жизни. В смысле? Разбила себе все колени, пыталась отогнать от нее охотничью собаку. Покусала ее? Да, она ее очень сильно покусала. Я собаку, в принципе, я готова была покусать эту собаку. Только здравый смысл меня остановил. В общем, отбила я свою собаку, и она была в тяжелом состоянии, и надо было менять эти дренажи. И мы с ней поехали по Садовому кольцу. А в этот момент к Садовому кольцу движется Пригожин. Да, и мы поехали к ветеринару, потому что возможности другой не было. И мы с ней были одни на Садовом кольце. Пришли к этому ветеринару. Ветеринар говорит: а что там на улице? Я говорю: не знаю, ничего нет. Мы были вдвоем с Пусей. Почему собаку Пусей зовут? Катя, это секрет. Минуточку. Назвать такую прекрасную собаку Пусей, это надо уметь, конечно. Ну, Ксюша, ну расскажи людям.
Нет, людям я не могу рассказать. Пусю так назвали, потому что тогда было дело Pussy Riot. Пусть это Pussy Riot, анатомия протеста. У меня протест живет дома. То есть ты никогда вообще не ходил ни на какие митинги, ни на какие протестные акции, никуда? Я нет. Ну, может быть, на какой-то несколько я ходила, потому что мне говорили, что не надо идти на митинг, потому что когда начнут задерживать, а кто их будет защищать? А почему ты не уехала? Ты еврейка, у тебя есть возможность, ну, в конце концов. Ну, почему должна уехать? Я люблю свою страну. Потом я не совсем еврейка. У меня есть и русские корни. Чего у тебя будешь? Ну, у меня примерно половина. Знаешь, мой прадедушка познакомился с моей прабабушкой в саду Эрмитаж. Он был дворянином, а она была 12-м ребенком бедной еврейской семьи кантониста, который, ну, служил в царской армии 25 лет. Поэтому ему разрешили жить в Москве. Он был гробовщиком, а его дочь, она очень любила. Она потом стала, на самом деле, модельером. И она закончила модные курсы в Париже, и она одевала там, знаешь, аллилуевое она шила, какой-то нашей делегации в Турцию. Ну, вот она так любила это все, и она гуляла по парку Эрмитаж, и мой прадедушка, который был старше на 20 лет, увидел ее. Она ему так понравилась, он на ней женился. Это не отвечает на вопрос о том, почему ты не уехала. Но это отвечает, что у меня не все евреи, понимаешь? А есть генетический вот этот страх того, что придут не только потому, что ты адвокат, но еще и потому, что есть еврейская кровь? Ну, ты знаешь, когда я увидела то, что происходит в Дагестане, ну, я плакала, наверное, не от несправедливости, а от ужаса происходящего. То есть я не могла себе представить, что в 21 веке в Турбине можно искать евреев. Ну, есть ли какой-то законный механизм того, чтобы это остановить? Я прочитала, что в отношении 11 возбудили уголовное дело. Мне кажется, что их должны были посадить немедленно и показательно. Возможно, это будет, но как мать человека, который живет в Израиле, то есть мой сын и его жена живут в Израиле, да, это, конечно, очень страшно, когда они мне вчера звонят и говорят: ой, Антон забыл телефон, звонит моя невестка, я вам пишу, что все нормально, обстрел закончился. Мы уже дома поднялись из бомбоубежища. Ну, как-то это очень волнительно. В контексте того, что вот Беркович и Петричук находятся в СИЗО уже полгода, а в дагестанских погромщиков из 1500 человек 11 задержаны. Тебе не кажется это избирательной правоприменительной практикой? По закону у нас должно быть единообразие судебной практики. Да? Ну, единообразие. Ну, конечно, нельзя по одним и тем же статьям всех сажать или всех не сажать. В каждом деле есть свои нюансы. Но то, что я видела, это абсолютный терроризм, да? Это абсолютная провокация погромов, да? И они как раз должны были быть увлечены к ответственности. Ну, по крайней мере, мне страшно. И я, как человек, которому страшно, тоже могу написать заявление, что мне очень страшно от того, что происходило в Дагестане. Еще и потому, что моя невестка, она вообще абсолютно русская, у нее нет израильского паспорта, она живет в Израиле, как жена моего сына. И когда случились все события в Израиле, она там была одна. Ей было очень страшно, непонятно было, что будет. Убили одновременно столько людей, они боялись, что сейчас туда придут. И я звонила в российское посольство, и мне объяснили, что она может покинуть Израиль с помощью 2 рейсов через Дагестан и Махачкалу. И других рейсов для того, чтобы покинуть Израиль для российских граждан, нет. То есть... А если бы она была на этом рейсе? А кто бы там разбирался? Ну да, у нее есть русский паспорт и нет израильского. Но вот эта толпа, которая была, к чему это могло привести, неизвестно. Это были только 2 рейса, на которых люди с русскими паспортами могли покинуть Израиль. Не беженцы, а те, кто хотели бы вернуться домой. А что вообще вот с точки зрения закона является показанием к отъезду? Ты для себя когда будешь решать, что вот тебе тоже надо уехать? Не знаю. Если здесь начнутся антисемитские выступления и погромы, вот я даже думать не буду. Меня просто убило это то, что происходило в Махачкале. И на самом деле в Москве тоже же был какой-то митинг, где кричали «Убей еврея». Это вообще какой-то был кошмар. У меня есть справка моей прабабушки в Киеве, что она была жертвой еврейского погрома, и ее документы были утеряны, и они были восстановлены со слов.
Это было в 1919 году. Прошло 100 лет. Знаешь, я не понимаю, почему пришли люди в чужую страну, зверски убили 1400 человек, бесконечно бомбят и продолжают бомбить, но при этом виноваты те, кого убили, а не те, кто пришли. Я это не могу понять. Насколько важную часть твоей идентичности составляет, что ты еврейка? Знаешь, это стало составлять вот последние 2 недели. До этого как-то я об этом не задумывалась. Более того, в Советском Союзе была история, когда всех ассимилировали. Да? Собственно, мою семью тоже. Все были советские люди. Если ты сейчас мою маму спросишь, моя мама считает, что она абсолютно русский человек, русской культуры, что ей чужд этот язык, и что она не понимает, это ее страна. Мы это долго обсуждали. Но когда произошли события в Израиле, моя мама ни одной минуты не сомневалась, на чьей она стороне. Ну, ты в детстве когда узнала, что ты еврейка? Ну, мне кажется, я уже школу заканчивала. Хорошо, у вас тут в Москве жилось. Вас не били. Нет. Зато мою маму не брали на работу, потому что у нее муж еврей. Ну, то есть у мамы папа русский, мама еврейка, а у папы наоборот. И у него была фамилия еврейская, и мою маму не брали на работу, потому что у нее муж еврей. Подожди, а как получилось, что у тебя фамилия Карпинская? Потому что это фамилия моей мамы. А мама не меняла фамилию, выйдя замуж? Да. И ты не поменяла фамилию, выйдя замуж? Нет. И у дочки твоей фамилия будет Карпинская? Да. Ты единственная... Моя мама говорила так: мужей может быть много, а фамилия у нас одна. Это мать вот этого дедушки, моего дедушки. Это вот моя бабушка Ринсайдна, которая была адвокатом. А это вот ее семья. Ну, когда они маленькие. Это вот моя прабабушка. Это Нэп был, видишь, какие туфли были. А потом я тебе покажу, когда она в таком платке, и все уже закончилось. Это правда, что бабушка брала тебя с собой в суд? Брала, да. Когда я училась в школе, были тогда дела, связанные с хищением социалистической собственности. И бабушка брала меня, и даже моих одноклассников, и мы ходили слушать. Там были известные адвокаты. Был такой адвокат Хефиц, Феликс Соломонович, и другие. Они там и про Платона, и про Плевак. И мы ходили с удовольствием все это слушать. А что может на 14-летнюю девочку, которую должны интересовать совершенно другие вещи, произвести впечатление в суде? Ну, интересно было очень, как это происходит. Адвокаты говорили, прокуроры, речи, суд восседал. Была судья, суд или судья и народные заседатели с 2 сторон, и все они это слушали. Бабушка твоя видела тебя в деле? Нет. Но мне вручали медаль Плевака, серебряную медаль в колонном зале Дома Союзов. Туда пригласили мою маму. И Генри Маркович, вместо того, чтобы говорить про меня, он говорил про мою бабушку. Что вот, значит, бабушка дождалась, что вот мне дали эту медаль. Мама моя плакала, Резник ее успокаивал. Так что вот, мы считаем, что бабушка дождалась. А кто из адвокатов является твоим профессиональным кумиром? Мне кажется, Генри Маркович. Я вела с ним дело. Он защищал министра атомной энергии Адамова. Так. А я защищала одного из руководителей одного из министерств атомной энергии. Это было очень интересно. Он встает, все на него смотрят. Мне кажется, он даже уже может ничего не говорить, но это привлекает внимание своей аурой и вообще всем. Адвокат – это еще и деньги. Сколько стоит твой час? Это адвокатская тайна. А хотя бы порядок этих цифр можно себе представить? Это зависит от конкретного дела, от конкретного человека. Ты можешь что-то делать бесплатно. Тебе очень нравится человек, у него нет денег. Я могу себе позволить кого-то представлять или защищать бесплатно. Ты Беркович защищаешь бесплатно или за деньги? За деньги. Почему принципиально, чтобы адвокат все-таки получал деньги за свою работу? Когда ты долго работаешь бесплатно, то, конечно, желание работать пропадает. Поэтому я считаю, что каждый труд должен быть оплачен в том размере, в котором вы договорились. Мужчинам-адвокатам и женщинам-адвокатам одинаково платят? Всем адвокатам платят по-разному. Дело в том, что не существует никакой тарифной сетки, по которой бы платили адвокатам. Это зависит от дела. Если ты просто пришел на разовую консультацию, может быть почасовая оплата. Если у тебя дело длится 5 лет, то, конечно, у тебя не может быть почасовой оплаты, потому что любой человек в нашей стране может разориться. Если это касательно уголовного дела,
то мы стараемся заключить договор помесячно. Да? То есть каждый месяц, в зависимости от объема работы, от дела, устанавливается гонорар и от человека. Да? Одному человеку ты хочешь помочь, а другому нет. То есть все-таки есть личные отношения? Но это не личные отношения, это договоренности о гонораре. Просто одни люди могут платить, а другие нет. Поэтому ты идешь им навстречу. С точки зрения гендерной, да? Адвокаты женщины вроде как тоже работают, но всегда известнее адвокаты мужчины. С чем это связано? Если ты посмотришь в нашей стране, у каждого руководителя мужчины есть заместители женщины. Есть директор предприятия, у него есть финансовый директор женщина, юрист женщина, заместитель женщина. Так устроено в нашей стране. Возможно, что женщины, они как бы многозадачнее мужчин. Я не имею в виду, что мужчины как-то глупее. Нет, конечно, абсолютно. Но просто когда ты женщина, ты же меня понимаешь, что кроме того, что ты ходишь в суд, в тюрьму, пишешь эти жалобы, у тебя есть семья, да, которой ты должен заниматься, несмотря на всех помощников, да, ты должен заниматься своими детьми. А у мужчин есть жены, которые занимаются их детьми, да, и женщине, работающей в нашей стране, мне кажется, сложнее, чем мужчине. Конечно, когда ты работаешь в команде адвокатов, все работают, все советуются, распределяют какие-то обязанности. У многих есть помощники, которые вот эти документы подносят. Всегда, конечно, проще защищать вдвоем. Почему? В любом случае. Потому что ты выступаешь, ты что-то не заметила, а второй человек, он сидит и слушает. Это уже независимо от мужчины и женщины, да. Ты что-то написал, тот проверил, дополнил, да. У тебя есть всегда человек, которым ты советуешься. Не просто звонишь своим друзьям, ой, а я сейчас тебе расскажу, а ты мне посоветуй. А как бы вы работаете вдвоем, втроем. Если вы единомышленники, то это гораздо проще, чем когда ты один и должен это решение любое принять сам. Ты, конечно, советуешься, но решение принимаешь сам. То, что ты женщина, помогает ли тебе в общении со следователями, с судьями, с прокурорами, которые чаще мужчины? Следователь-то точно. У мужчин больше шансов. Почему? У нас все мужчины ходят друг с другом в баню. А ты пойдешь с мужчиной в баню? Не пойдешь. Ради дела? Даже ради дела. А у тебя есть какая-то специальная одна одежда для судов, а другая одежда для похода по тюрьмам? Нет, у меня нет. Это зависит от настроения. Но в тюрьму, конечно, и зависит от клиента. Да? Но мне сказала Женя, что они в камере обсуждают, в чем пришли их адвокаты. Тебе в жизни, в том числе и с мужчинами, тяжело, потому что ты оказываешься в конечном итоге умнее всех вокруг? Почему ты думаешь, что я умнее всех вокруг? Я так не думаю. Я все время сомневаюсь. Я слышу твои выступления в суде, и мне жалко всех тех, кто писал те материалы дела, которые ты анализируешь. Так это любой адвокат, который сейчас будет выступать и анализировать материалы дела. Тебе будет жалко тех, кто писал эти материалы. Так как суды в основном становятся на сторону следствия, получается, что уровень профессионализма следствия падает. И поэтому такая картина и получается. А не потому, что кто-то очень умный. Все равно работа адвоката подразумевает аналитический ум и способность делать выводы быстро. Да, нас учили причинно-следственные связи устанавливать, поэтому я все время устанавливаю какие-то причинно-следственные связи. Уже моя мама говорит, уже хватит устанавливать причинно-следственные связи в бытовых вопросах. Но сложно перестроиться. Тяжело. Угу. Хочется быть поглупее. Конечно. Твоей партнершей Еленой Орешниковой вы создали собственную небольшую адвокатскую фирму. Почему и зачем? Мы очень долго работали в коллегии адвокатов, Гриднев и партнеры. У нас с ними остались теплые отношения, но мы решили, что мы готовы создать свое. И одновременно с этим вы запустили телеграм-канал «Адвокаты про людей». Да. Изначально идея родилась из отдела Беркович, потому что на первоначальных процессах было очень много всяких спекулятивных заявлений, не соответствующих действительности. А так как это процесс открытый, и, собственно, то, что происходит в суде,
мы можем рассказать, и там большое количество журналистов, которые не до конца могут понять какие-то нюансы, которые происходят в процессе, мы решили вести свою трансляцию для того, чтобы люди понимали, о чем дело. А потом, когда мы уже втянулись, мы решили давать небольшие консультации разным людям по мелким вопросам, семейным, какую-то практику. Ну, конечно, мы не можем, как люди, которые полностью посвящены своим телеграм-каналам, этим заниматься. Значит ли это, что это одно из возможных направлений развития твоей будущей жизни, есть с адвокатской профессией, в России придется завязывать? Ну, я все-таки надеюсь, что не придется завязывать. Моя бабушка работала 50 лет адвокатом в Советском Союзе. 50. С 46 по 96. Она пришла из суда, сказала моей маме, мне плохо. Пока моя мама до нее дошла, она умерла. И это была вся ее жизнь. Ну, если она могла в Советском Союзе, почему я не смогу здесь дальше? Сейчас, когда примерно каждый гражданин России находится под угрозой обыска и ареста, есть ли какие-то советы, не знаю, список 10 пунктов, которые нужно подчекать, когда к тебе пришли? Ну, прежде чем открыть дверь, ты должен позвонить адвокату. И у тебя должен быть какой-нибудь знакомый, потому что как только они придут, они у тебя заберут телефон, и дальше ты уже никому позвонить не сможешь. Должен ли человек, которого задерживают, признавать свою вину или вообще давать какие-то показания до появления адвоката? Я считаю, что нет. Потому что кажется, что ты говоришь все правильно, но записать могут совсем по-другому, и первые показания будут использованы против тебя. Должен ли человек в общении со своим адвокатом говорить правду? Конечно. А если нет? Ну, это его право, но просто если потом окажется, что это все всплывет, а он рассказывал другую историю, то это будет все гораздо хуже. Должна ли ты своему врачу рассказывать правду, болит у тебя живот или нет? Адвокат не должен это кому-то потом рассказывать, да? Но ты должен знать правду. Или этот человек должен тебе рассказать эту историю так, которая никогда не изменится, и это нельзя проверить. Потому что иначе вы будете выглядеть в суде дураками. Конечно, если тебя задерживают, тебе надо взять удобную одежду, обязательно обувь без шнурков. То есть в моей обуви можно, а в твоей нет? Да, моей нельзя. Как я подготовилась? Ну, и все, и лекарства Вещи необходимы. Обязательно иметь лекарства сразу с собой, потому что это сложно передать. Тебе нужно не забыть очки, не забыть вот эту обувь без шнурков. Дальше нужна теплая одежда. В один сезон одна, в другой сезон другая. Обязательно нужно взять несколько там пар нижнего белья, если есть возможность, с собой, потому что потом тебе это сложно очень все передать. Вот сейчас у Жени есть проблема, что ей посылают посылки, потому что невозможно записаться на передачу. То есть первую передачу отдают, потом нет возможности передать. То есть она говорит, мне нужно то-то, то-то. И чтобы она это получила, проходит 2 недели, да, вот для того, чтобы это все пришло, отправили посылку, что-то такое сделали и так далее. То, где вы встречаетесь с ней в СИЗО, это выглядит как что? Как кабинет. Это называется следственные кабинеты. Это стол, ну, либо стулья, либо лавки, и вы можете сидеть, работать, вы можете, ну, там, читать, записывать и так далее. Кто-то может прослушивать эти разговоры? В каждом следственном кабинете стоит камера для того, чтобы никто ничего не передавал, никакие письма, ничего. Подразумевается, что они следят, чтобы никаких незаконных действий не совершалось. По закону они не имеют права прослушивать, потому что адвокатская тайна, каждый имеет право на конфиденциальное общение с адвокатом, и исходим из того, что прослушивать нельзя. Но как там на самом деле, я не знаю. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Ты знаешь, я всю жизнь боролась за справедливость, но теперь, конечно, я выбираю милосердие. Потому что справедливости можно и не добиться, а милосердие все-таки каким-то образом померит ситуацию со справедливостью. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Истина. Что ты сделаешь, когда Беркович отпустят? Мы с ней напьемся. У меня есть цель.